Слава, можешь тезисно доказать или аргументировать реальность существования векторов? Поскольку в психологии существует множество типологий личности, вопрос их истин является актуальным. Так а зачем мне это делать? Это же все сделано. Есть профессор Владимир Александрович Ганзин. Есть его труд «Системное описание в психологии». Берете этот труд, читаете от А до Я, и там все доказано. Там все доказано. Все, больше ничего не надо. Вот если вам надо чисто как бы формальное логическое доказательство, да, то есть если вы как бы прослушав вектора и легко наблюдая это в людях, да, я не верю, что вы не наблюдаете, потому что все наблюдают. Ну, все, кто слушает, все наблюдают. Это очень просто наблюдать их. Вот. Ну, то есть, если вы играете в игру, ой, я не вижу, я не слышу, вот дайте мне именно доказательства для логики, так оно есть, пожалуйста. Человек запарился и потратил на него всю жизнь. Вот почему я не хочу тратить свое время на это, да? Потому что есть человек, который потратил на это всю жизнь и создал это доказательство. А знаете, к чему это привело? А к тому, что сегодня мне пишут в чате, а можешь доказать? Так вот же оно есть. Никто даже не запаривается узнать, понимаете? Вот именно поэтому я не пошел путем науки. Потому что вся работа уже проделана. Все уже есть. Есть и математическое доказательство, и системное доказательство, и логическое доказательство. Вот я уже даю просто только самое очевидное. Вот оно вот так, наблюдаю, и оно легко наблюдается. Но никто не пользуется, понимаете? Прикол в том, что никто не пользуется. Знаете, что сделала наука? Она просто вот так отвернулась вот так вот. Типа, мы не при делах. Да, типа там этого всего нету. Вот. Вот, это совершенно бесполезный, как получилось, да, с точки зрения науки, труд. Потому что к нему никто не прибегает. К этому труду. Его плодами не пользуются. Я вам могу даже сказать, почему его плодами не пользуются. Потому что, вот, например, в 2013 году меня пригласили на международную конференцию выступить с темой векторов. Да? То есть там рассматривали вообще, кто может выступить. Из всех, кто занимался темой, выбрали именно меня. Я, соответственно, присутствовал на конференции, я слушал выступления других участников тоже. Ну, у меня есть статья официальная, научная, да, там, в международном издании на эту тему. Там, в вестнике этой конференции. Ну и так далее. И вот там стоит женщина со всеми регалиями, там, с медалями, звенят медали, погода у нее. Ну, я утрирую, да, ну, то есть у нее есть все психологические вот эти вот признаки состоятельности. То есть, так, если образно говорить, она стоит в мундире, да, при всех наградах и так далее. И вот она выступает и рассказывает о своем исследовании. И говорит, что мы вот там вот провели исследование склонности людей к риску. И выяснили там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот все выступления вот в таком рода, понимаете? Такое исследование, сякое исследование. Чтобы истрактовать результат этого исследования, вот если по-взрослому, да, вот если мы говорим как серьезные взрослые люди, и в науке уже есть там работа Владимира Александровича Ганзина, да. Так вот, по-взрослому мы должны сказать, что в науке есть ученый, который доказал, что, кстати, есть Петр Кузьмич Анохин, который доказал, что функция первична. Функция первична, да. И есть Владимир Александрович Ганзин, который доказал, что все системы фрактальны, и что в каждой системе описывается в категориях пространства, времени, энергии и информации. Да? И вот тебе и простейшее доказательство. Попробуй найди систему, которую ты не сможешь описать в терминах пространства, времени, энергии, информации. Попробуй найти хотя бы одну систему, где кроме этих 4 есть еще один элемент. Ты не найдешь. Попробуй найти хотя бы одну систему, где есть 3 элемента из этих 4. Ты не найдешь. Вот и доказательство. Да? Оно же элементарное. Оно же элементарное.
но его никто не слышит. Его никто не слышит, к сожалению. Так вот, по логике, да, наш разговор должен был бы как оказаться? Я должен был бы поднять руку и сказать: вы знаете, в соответствии с вот такой-то теорией, такого-то человека, функция первична. Поэтому для того, чтобы истрактовать ваше, соответственно, исследование, мы должны с вами прежде всего поставить вопрос о функции склонности к риску в человеке. И найти окончательный ответ о функции вот этого самого явления. И отталкиваясь от этой функции, мы должны бы уже тогда заходить в ваше исследование, проверить формулировку поставленных вами вопросов, да, перед выборкой. И в соответствии с этим же мы должны были бы трактовать и результаты от этой функции. Кроме того, продолжал бы я поднимать руку. То есть теоретически, как это должно было бы быть? Этого не было на самом деле. Я, естественно, этого не сделал. Вот. Кроме этого, да, есть Владимир Александрович Ганзин, который нам сказал, что любая категория, любая система описывается категориями пространства, времени, энергии, информации. Стало быть, если мы с вами возьмем общество, да, то мы должны в нем найти категории пространства, то есть людей пространства, людей времени, людей энергии, людей информации. Стало быть, ваше исследование, глубоко уважаемый там генерал с погонами, там, с медалями и так далее, да, оно должно каким-то образом учесть этот аспект, открытый Владимиром Александровичем Ганзиным. Вот как я должен был бы себя вести, по идее. Понимаете? И если бы я так себя повел, ну, понятно бы, что меня бы выставили просто как, ну, не знаю, как неадекватного, да? Но строго-то говоря, ведь это должно было бы произойти, да? То абсолютно все выступления, которые там были бы, они бы рухнули все, понимаете? Все абсолютно выступления на этой конференции обрушились бы по одному основанию. Отсутствие системности. Все выводы, с которыми они выходили на эту конференцию, обрушились бы по этому основанию. Все источники, на которые они опирались, когда делали свои исследования, обрушились бы по этому основанию, потому что сами источники тоже не соответствовали бы параметрам системности. Понимаете? То есть, если найдется какой-то ученый, который по-серьезному возьмет опираться на Анохина и на Ганзина, то здание, огромное здание современной науки, оно начнет вот так вот гулять. Влево-вправо, и потом начнет вот так вот еще больше гулять, больше шататься, а потом оно просто завалится в какую-нибудь сторону и рухнет, и останется одна пыль. Поэтому каждый, кто реально разбирается, да, в этой теме, он это понимает. И никто на эти работы не опирается. На них есть ссылки на отдельные кусочки на какие-то. Но глобально выводы Ганзина и Анохина всерьез никто не принимает. Потому что если они их примут, то все, на чем сегодня основана официальная психология, рухнет. И официальной психологии не останется. Вот. Поэтому доказательства есть. Можете им пользоваться, оно открыто. Просто все решили сделать вид, что его нет. И ведут себя так, как будто его нет. И из-за этого его действительно нет. Понимаете? Потому что его никто не использует. Его никто не использует. Вы можете представить по аналогии, там, не знаю, самолет сел в джунглях, и индейцы, тумба-юмба там его окружили, и разожгли в нем костры ритуальные, и стали с копьями скакать. Самолет-то есть, то есть летать-то он может, но по факту его нет. Почему? Потому что им никто не пользуется. Вот так в центре всей науки, где скачет тумба-юмба с исследованиями, лежит самолет, на котором можно летать и открывать смыслы. И я на нем летаю, реально. Я могу на нем акробатику воздушную делать. Ну и, в принципе, у нас 2 проекта, на которых эти смыслы работают вообще в полный рост. Но в официальной психологии это просто, есть разные теории, там есть там такие, есть сякие, и там тысячи имен. Есть большие имена, там какой-нибудь Левин, Выгодский, Фрейд, его ученики. И, кстати, да, вот у Фрейда эта работа «Характер и анальная эротика». Точно так же на нее забили. Один из его учеников, Райх, который в теле
нашел то, что я называю потоком жизни. Ну, то есть он не в смысле нашел, искать-то там что, как бы, понятно, что как явление это есть, но он принял его всерьез во внимание, назвал это аргоном, да? Все, наверное, слышали, что есть райх с телесной терапией, да, и там все построено на этом аргоне. Точно так же забили. Точно так же забили на райх, как на Гандина. А маленьких имен, их десятки тысяч. Вот такие дела. Вот такие дела. Ну, а насчет типологии, у нас же не типология. Это же системный подход. Да? То есть не путайте результат применения системного подхода в виде типологии с самим системным подходом. Вы же не путайте след автомобиля с самим автомобилем. Это же разное.